Есть блюда изысканные, есть праздничные, а есть такие, для которых нужны самые обычные продукты, но результат получается на удивление богатым. Мясо, лук, морковь, гречневая крупа, ничего лишнего. Сегодня готовим блюдо с названием куда богаче его состава – гречка по-купечески. Само название будто переносит нас куда-нибудь в старую купеческую Москву. Большой деревянный стол, самовар, богатые блюда и непременно огромная миска гречки с мясом. Картина красивая, вот только принимать ее за исторический факт не стоит. Сегодня можно встретить немало рассказов о том, будто именно так гречку готовили русские купцы. Однако установить единый старинный рецепт под названием «гречка по-купечески» совсем непросто. Зато логика названия понятна. Обычная гречневая каша – еда простая. А если приготовить ее щедро, с хорошей порцией мяса, овощами и мясным соком, получается уже совсем другое дело. Вот такую гречку мы сегодня и приготовим. Сначала овощи, вначале лук, а следом морковь. Сочетание настолько привычное, что мы редко задумываемся, какую большую работу эти два простых продукта делают в блюде. Лук при нагревании становится мягче и слаще. Морковь добавляет еще немного естественной сладости и дает красивый цвет. А мясной сок постепенно соединяет все вместе. Перемешиваем и продолжаем готовить, пока овощи немного не размягчатся. Спешить здесь не нужно. Мы сейчас создаем основу вкуса для нашей гречки. Интересно, что для многих гречка – это прежде всего гарнир. Котлета с гречкой, гуляш с гречневой кашей, печень с подливой – сочетания, хорошо знакомые по домашней кухне и меню советских столовых. Но дома с гречкой поступали куда разнообразнее. Варили на молоке, готовили с луком, мясом, тушенкой, печенью. А иногда все, что находилось в холодильнике, отправлялось в одну сковороду. И зачастую именно такие импровизированные блюда оказывались самыми вкусными. Теперь можно приправить, но превращать гречку в соревнование специй я бы не стал. У нее есть собственный довольно выразительный вкус. Поэтому задача приправ – подчеркнуть мясо и крупу, а не перебить их. Чеснок. А гречку вообще можно назвать одним из самых практичных продуктов домашней кухни. Хранится долго, готовится просто, хорошо сочетается с мясом, овощами, печенью и даже обычным жареным луком. Причем для сытного ужина ее требуется совсем немного. Наверное, поэтому блюда из гречки переживают любые кулинарные моды. Меняются продукты, появляются новые рецепты, а пакет гречки на кухне все равно остается. Немного черного перца, соль, ложка томатной пасты и те специи, которые вы обычно любите добавлять к мясу. В домашней кухне строгих правил здесь быть не должно. Главное – знать меру. Овощи и фарш мы готовим отдельно. Можно отправить все на сковороду сразу. Будет быстрее и посуды меньше, но тогда продукты начинают отдавать влагу и скорее тушатся, чем обжариваются. Поэтому сначала дадим каждому сделать свое дело. Овощам размягчиться и раскрыть сладость, а фаршу хорошо подрумяниться. И только потом их можно соединить. Основой нашей гречки сегодня будет свино-говяжий фарш. Такой вариант особенно удобен для домашней кухни. Фарш готовится быстро, а главное, равномерно распределяется среди крупы, поэтому практически в каждой ложке будет и гречка, и мясо. Сковороду хорошо разогреваем, добавляем немного масла и выкладываем фарш. Сразу начинаем аккуратно разделять его лопаткой. Но превращать фарш в совсем мелкую крошку тоже не обязательно. Пускай останутся небольшие кусочки, так готовое блюдо будет интереснее по текстуре.
Наша задача сейчас не просто довести фарш до готовности, дадим ему немного подрумяниться, лишняя влага постепенно уйдет, а на поверхности появятся те самые поджаренные участки, которые дадут блюду гораздо более насыщенный вкус. Когда фарш подрумянился, возвращаем наши овощи. И вот теперь две части блюда наконец встречаются на одной сковороде. Фарш, лук и морковь. Все тщательно перемешиваем, и уже на этом этапе аромат совершенно другой. Овощи соединяются с мясным соком, фарш забирает сладость лука и моркови. Кстати, если вам близки такие простые, проверенные временем блюда, подписывайтесь на канал «Незабытые рецепты». Здесь мы вспоминаем то, что когда-то готовили дома наши мамы и бабушки, ищем забытые рецепты и возвращаем их на наш стол. Подписывайтесь, нам еще многое предстоит вспомнить. А теперь главный продукт сегодняшнего рецепта – гречневая крупа. Для многих из нас гречка настолько привычна, что мы практически перестали воспринимать ее как самостоятельный продукт с довольно ярким вкусом. Чаще всего сварили отдельно, положили рядом котлету, и ужин готов. Сегодня поступим иначе. Гречку отправляем непосредственно к фаршу и овощам. И в этом заключается вся прелесть такого способа приготовления. Крупа будет вариться не отдельно. Она постепенно впитает все, что уже находится в нашей сковороде. Мясной сок, аромат обжаренного лука, сладость моркови. Поэтому в итоге мы получим не гречку с фаршем, а одно цельное блюдо. Теперь добавляем воду. Жидкости должно быть достаточно, чтобы крупа смогла полностью приготовиться, но превращать наше блюдо в суп, конечно же, не нужно. Аккуратно распределяем гречку, накрываем сковороду крышкой, убавляем нагрев. И дальше наступает, пожалуй, самый простой этап приготовления, а для некоторых поваров самый сложный. Ничего не трогаем, не нужно каждые полминуты поднимать крышку, не нужно постоянно перемешивать гречку. Пусть крупа спокойно впитывает воду и все вкусы, которые мы собрали в сковороде, немного терпения. Ну что же, посмотрим, что получилось. Вода впиталась, гречка увеличилась в объеме и стала рассыпчатой, а фарш и овощи равномерно распределились между крупинками. Теперь можно все аккуратно перемешать. И вот здесь особенно хорошо видно преимущество фарша. В отличие от крупных кусков мяса, он распределяется по всему блюду, поэтому практически в каждой ложке будет сразу все – гречка, мясо и овощи. Вот такая сегодня получилась наша гречка по-купечески. Свино-говяжий фарш, обжаренный лук, морковь, гречневая крупа и немного свежей петрушки. Продукты самые обычные, но приготовленные вместе они превращаются в сытное, ароматное и по-настоящему домашнее блюдо. А насколько оно действительно купеческое, об этом историки кухни еще могут поспорить. Мы же спорить будем о другом. Как все-таки правильнее готовить гречку по-купечески? С фаршем или с кусочками мяса? Обязательно напишите в комментариях, посмотрим, какой вариант победит, а наша гречка готова. К трапезе приступить.